рассказа о компании Bultaco в выпуске про их чемпиона Matador 250 я решил поведать вам и о самом объемном мотоцикле компании, который как раз и стал преемником Matador. Это Bultaco Frontera 370. На этом мотоцикле гонщик Нарцисс Касас выиграл чемпионат Испании по эндуро 4 раза подряд, с 75-го, когда было начато производство этого мотоцикла, и до 78-го года включительно. После первой же победы мотоцикл приобрел большую популярность у себя на родине, а потом стал известен и за ее пределами. Во многих обзорах мотожурналов отмечалось, что Bultaco Frontera очень легок в управлении и в то же время имеет мощный двигатель с низким крутящим моментом, который доставит вас в любое место и сделает это играючи. Первый Bultaco Frontera, появившийся в 1975 году, имел обозначение модели МК9, объема двигателя 360, а индекс 143. Его запуск не был простым обновлением Matador. Эта модель уже имела радикальные изменения самой концепции предшественника до такой степени, что у этих мотоциклов было очень мало общего. А все потому, что в его основу легла мощная и легкая модель для гонок по мотокроссу Bultaco Pursuit, которую было решено адаптировать в гражданский эндуро, что собственно и было довольно удачно сделано. Трехсотшестидесятитрёхкубовый одноцилиндровый двухтактный двигатель Frontera выдавал 33 лошадиные силы на 7000 оборотов в минуту, и с ним байк был способен класть стрелку при разгоне до максимальной скорости за отметку в 100 миль в час, так как это была последняя цифра на спидометре, что равнялось 160 км в час. За питание Mark 9 отвечал 36-мм карбюратор Emel. Бак вмещал 11,4 литра топлива. Сухой вес мотоцикла составлял 105 кг. Подвеска Bultaco Frontera 360 состояла из передней телескопической вилки, ход которой составлял 190 мм, а сзади устанавливался маятник с двумя амортизаторами, и их ход составлял 105 мм. За торможение отвечали барабанные механизмы диаметром 140 мм на обоих колесах. В следующем 1976 году была представлена обновленная версия Mark 10, которая теперь получила название Bultaco Frontera 370, хотя объем двигателя остался без изменений. Однако модель имела довольно много других доработок. Мотоцикл получил более жесткую раму, подвеска получила новую переднюю вилку, ход которой теперь составляет 240 мм, и новые задние амортизаторы, их ход также был увеличен до 115 мм. В целом поведение мотоцикла было улучшено. Также был заменен карбюратор Emel на Bing, размер которого остался тем же — 36 мм. Сухой вес мотоцикла подрос до 109 кг. В 1977 году компания выпустила и лимитированную версию Bultaco Frontera 370 «Золотая медаль», которая отличалась только окрасом под золото с зеленой полосой.
1978 году выходит последняя модель Bultaco Frontera 370 Mark XI, которая получает более современный внешний вид и некоторые доработки, в числе которых новый задний маятник с другими амортизаторами, ход которых еще больше увеличивается и становится теперь 260 мм. Выхлопная труба уже высоко задрана и выходит прямиком на левую сторону, а не как раньше направо. За питание отвечает снова карбюратор EMAL, но теперь увеличенного размера – 38 мм. Сухая масса увеличивается до 115 кг. Именно на Bultaco Frontera 370 Mark XI нарцисс Кассас одержал свою последнюю победу в национальном чемпионате 1978 года, незадолго до финансового кризиса компании, из-за которого производство Bultaco закрылось в 1979 году. Правда, завод вновь открылся в 80-м, но ненадолго, и снова был закрыт в 1983-м.